Сейди Адлер – прекрасная, боевая женщина, которая по воле судьбы выжила и попала в банду Дача Вандерлинде. Сейди не сильно фигурировала в сюжете, однако задания именно с ней были крайне интересные. Она единственная, кто помогала Артуру вытаскивать Джона, а также просила его помочь убить О'Дрисколлов. После завершения своей мести Сейди делится мимолетными воспоминаниями о муже. He was a good man, my Jakey. We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. Адлер не так проста, как кажется. Она жила со своим мужем в маленьком домике на окраине мира. Его, кстати, мы можем увидеть в Red Dead Online. В какой-то момент к ним заглянула банда Кольма О'Дрисколла и убила любимого супруга Сейди, Джейка Адлера. Кто-то считает, что именно после смерти мужа Сейди превратилась в убийцу мирового уровня, однако все не совсем так. Сейди вспыльчивая особа, и здесь скорее убийство мужа позволило ей проявить себя во всей красе. Когда Майка нашел Сейди, она не стала кричать или прятаться. Она схватила нож и стала защищаться, что уже ставит ее в один ряд с теми, кто на опасность реагирует не бегством, а активной агрессией. После она начинает ругаться с Пирсоном, якобы ей нужна настоящая работа, а не готовка. Конечно же, ее никто не отправит на ограбление банка, однако в процессе сюжетной линии мы сами видим, как Сейди активно помогает банде в защите от противников и сама, без приказа, лезет на рожон. Конечно, Артур помогает ей, однако мы можем заметить, что Сейди однозначно неплохо управляется с оружием, что уже говорит о том, что это не первые ее пробы пера. Можно быть сколь угодно агрессивным и злым, но это не значит, что ты умеешь стрелять, а Адлер умела стрелять. Ситуация с мужем усугубила и без того пылкий нрав, однако ее стальной и одновременно жаркий характер – это не более чем ее истинная натура, с которой Адлер родилась. Джейк, в отличие от Сейди, был более спокойным и таким образом сдерживал нрав своей супруги, но теперь для ее творчества открылись все границы, и она может со спокойной душой стрелять, убивать и делать все, что захочет. Плохой ли Сейди человек? Нет, она прекрасно сдерживает себя в рамках дозволенного, и вместо того, чтобы отстреливать людей как собак, Сейди стала охотником за головами, и вот здесь я на самом деле ей не завидую. Как ни один ведьмак не умирает в своей кровати, так и ни один охотник за головами не доживает до старости, а учитывая, что она женщина, то здесь ситуация усугубляется. Да, Сейди на редкость была крайне осторожна и понимала, куда ходить не стоит. Эти выводы можно сделать из разговора с Джоном. It's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. Да, она умна, но я не могу не признать того, что закончит Сейди свою карьеру, скорее всего, достаточно быстро, и не факт, что безболезненно. Ее выбор стать охотником за головами говорит нам лишь о том, что она так и не смогла проститься со своим супругом, и как бы это ни звучало, отпустить ту ситуацию. Возможно, она даже думает, что не все сделала, чтобы Джейка не убили, но мы не знаем этого наверняка. Сейди абсолютно не социализирована. Она постоянно находится в гордом одиночестве и старается держаться от людей подальше. Она, Трелони и Пастор были всегда в стороне, но Сейди была единственной, кто не числился членом банды. Она скорее присоединилась на перевалочном пункте и как только встала на ноги, сбежала с остальными, что, конечно же, правильно сделала. Однако палку все-таки переборщила. Ее внутренняя боль так и не смогла найти выплеск, и до конца своих дней Сейди Адлер будет убивать плохих с ее точки зрения и защищать хороших с ее точки зрения. Таким образом, вместо того, чтобы найти себе дом и начать жизнь с чистого листа, миссис Адлер будет вечно скитаться по природе, пустырям и через бандитов каждый раз проецировать убийство мужа, которое она видела, в своей голове соединять память с реальностью и продолжать убивать. Учитывая года, Сейди, скорее всего, рано или поздно в кого-то бы выстрелила, однако это было бы, если бы, 1 или 2 раза за жизнь. А здесь же она прямиком стала на тропу вечных перестрелок и погонь. Ищет ли Сейди свои кончины бессознательно? Да. Будет ли ее вечно гложет несправедливость за смерть Джейка? Да. И это замкнутый круг, от которого она уже никуда не денется. Джон предлагал ей пересидеть с ними, пока Марстон строил дом для Эбигейл. Сейди отказалась. Она постоянно боится сближения, одиночества и тоже не совсем близко, и именно этот страх двигает ее вперед. Многих двигает злоба или отчаяние, но это уже точно не про благоприятную среду для развития. Однако у Сейди не стоит такая задача. Ее задача лишь выжить, но вместе с этим ее вторая половина хочет обрести покой, и именно поэтому она идет в самое опасное пекло. Да, за
такую работу платят хорошие деньги, но эти деньги Сэйди не сможет куда-либо вложить или что-то серьезное на них купить. Она всегда была женой фермера, но вместе с этим в одиночку фермой она владеть не сможет и не хочет. Сейчас же Сэйди Адлер – это путешественница-одиночка, которая иногда пересекается с нашими верными товарищами. Я не могу не отметить ее огромный вклад в конечную историю с Майкой. Сэйди крайне справедлива и понимала, что от Майка надо избавиться. Да, Эбигейл была против, однако она не понимала, что Майка все равно придет. И именно эту фразу я говорила в ролике про Эбигейл. Сэйди приехала к Джону, и вместе они поехали за Майкой. Если бы не она, то вряд ли смерть Майка наступила бы так быстро. Многие также считают, что они бы отлично смотрелись с Артуром, но это не так. Сэйди слишком буйная для Артура, и они похожи скорее на брата и сестру, чем на супругов. Для Артура его любимая Мэри все-таки лучший вариант. Сэйди безусловно доверяла Артуру, однако ее любовью оставался Джей, как и у Артура Мэри, однако их тандем для ограбления и спасения был как нельзя хорош. Сэйди Адлер нравится нам всем. Ее стойкость и железобетонная воля помогала банде много раз, однако мне, как женщине, ее искренне жаль. Жаль тем, что она больше никогда не сможет быть по-человечески счастливой. Зато ее личность пингвина в оранжевом жилете уже очень и очень много раз спасала ее пятую точку и не укорачивала дорожку к смерти. Можно ли вообще быть счастливым в то достаточно опасное время? Наверное, можно, ведь кто-то был счастлив и жил спокойной жизнью, однако история миссис Адлер навсегда запечатлелась как история одного из самых удивительных и необычайно смелых людей в мире Red Dead Redemption 2.